О музее Барджелло сколько ни рассказывай, все будет мало. Мы уже поговорили про его историю, о работах Микеланджело, Челлини, Бандинелли, Аманати, а сколько еще впереди. Этот пятый фильм о Барджелло, замечательном музее скульптуры и прикладного искусства во Флоренции, мы начинаем с художника, точнее скульптора, довольно малоизвестного сегодня почему-то, Винченцо де Росси. Сегодня он известен в основном по его 12 подвигам Геркулеса. Собственно, закончил он из них только 7, и 6 находятся рядом с Барджелло в Палаццо Веккио. Тот, кто был в Палаццо Веккио, наверняка обращал внимание на эти скульптуры в зале 500. Родился Винченцо де Росси во Фьезоле. Это небольшой городок рядом с Флоренцией. У меня есть фильм о замечательном Фьезоле в группе фильмов о Тоскане. Учился Винченцо де Росси у все того же Баччо Бандинелли. Такое впечатление, что все в то время учились у этого, по-видимому, не очень хорошего человека. Но скульптором-то он был замечательным. Винченцо де Росси был настолько хорош, что позже многие из его работ приписывались Микеланджело, как вот этот умирающий Адонис, например, здесь, в Барджелло. Для чего предназначалась эта статуя, великолепно выполненная, и анатомически, и такая вот театральная поза. Так вот, для чего она предназначалась, неизвестно. Купила ее Изабелла, дочь Козимо I. Для вот этой виллы, здесь рядом, в Арчетри, где статуя и находилась до 1873 года. А еще Винченцо был замечательным рисовальщиком и архитектором. Более того, современником Винченцо де Росси был известен прежде всего как архитектор, а не скульптор. К сожалению, никакие из его архитектурных проектов до нас не дошли или ему не атрибутированы. Но вот в 1546 в Риме он получил очень престижный заказ на создание алтаря для пантеона. Вот эскиз. Винченцо де Росси действительно создал этот алтарь, который находился в пантеоне до 1691 года. А вот еще одна его замечательная работа, тоже в некотором роде архитектурная, хотя и скульптурная тоже. Эта группа «Парис совращает Елену» находится в гроте в Боболи Гарденс, и наверняка те, кто там были, ее помнят. И еще одна, тоже архитектурная работа, эскиз фонтана, для которого, собственно, и предназначались вот те самые 12 подвигов Геракла, с которых мы начали рассказ о Винченцо де Росси. Фонтан этот должен был быть огромным, 15 метров в высоту. Идея эта пришла в голову Козимо I, который, встретив Винченцо де Росси в Риме в 1560-м, пригласил его во Флоренцию, собственно, чтобы этим фонтаном-то и заниматься. Но место для него так и не было определено. Из 12 групп созданы были только 7, и в конце концов в 1592 великий герцог Фердинандо I решил, что эти статуи нужно установить в зале 500 в Палаццо Веккио. Там они и стоят. Это и все о Винченцо де Росси, во всяком случае в этом фильме.
Вот этот барельеф создан довольно интересным скульптором Франческо Моско, или, как его звали, Иль Москино. Происходил он из городка Сетиньяно, раньше пригород, а теперь, считай, Флоренция. Отец его, Симоне Моско, был скульптором. Вот это его работа. Какое-то время он, кстати, работал с Микеланджело в Капелле Медичи. Брат Симоне Симончелли был скульптором. Мы уже говорили в одном из фильмов, что Сетиньяно – это был такой центр резьбы по камню, и оттуда вышло довольно много скульпторов. Диана и Актион – очень популярная тема в мифологии и в искусстве, начиная от Тициана и кончая, я не знаю, вот этим фонтаном во дворце Казерты, о котором я надеюсь как-нибудь рассказать. Так что Иль Москино было с кем соперничать. Да даже вот на этрусских урнах эту историю изображали. Но как замечательно здесь Иль Москино показывает переполох, который начался в стане купающейся Дианы. Как естественно выписаны фигуры девушек, и как спокоен Актион, который, в общем, случайно туда забрел, охотясь. Он и не виноват-то ни в чем, так получилось. А поплатился, между прочим, жизнью. Диана превратила его в оленя, которого разорвали собственные собаки. А вот еще одна известная скульптура Иль Москино, она находится в США, в Канзас-Сити. Ну, достаточно об Иль Москино. В первом фильме о Барджелло мы говорили о Винченцо Данти. Вот это его первый мрамор. Честь побеждает обман. Заказана скульптура была неким Сфорца Альмени, придворным Козимо I де Медичи, великого герцога Тосканского, каковой великий герцог через несколько лет в порыве гнева заколол Альмени. Сильный был правитель, но несколько вспыльчивого нрава. Теперь, мы только что говорили о скульптурных группах в зале 500 в Палаццо Веккио. Большинство из них принадлежат Винченцо де Росси, но вот это Микеланджело. По-русски она почему-то называется «Дух Победы», но это не важно, а важно то, что скульптура Данти – это явная цитата из Микеланджело. Правда, у Данти более плотная композиция. Вот так хорошо видно. Но идем дальше. В прошлом фильме мы говорили о том, что в работе над пьедесталом для Персея Челлини помогал некий Дель Таддо, Франческо Дель Таддо. Оба его сына тоже были скульпторами, как и племянник Матео Ферруччи Дель Таддо. Здесь рядом бюст его работы «Умирающий Александр». Это копия греческой скульптуры, оригинал в Уффици. Ну, а теперь один из очень важных скульпторов того времени. В том же фильме о Челлини мы говорили об Иль Триболо, который работал с Челлини в Фонтенбло, показывали вот эту его работу «Богиня природы». И снова Вазари. У столяра Рафаэлло, проживающего во Флоренции, в 1500 году родился, как он сам мне рассказывал, младенец мужского пола, которого он пожелал назвать по имени своего отца Николо. Так начинает Вазари свою весьма обширную биографию Иль Триболо. А дальше более или менее типичная история. Мальчик рос хилым,
поэтому отец решил его отдать в рисовальщики, в мастерскую, в которой часто бывали Якопо Сансавино, тогда еще совсем молодой, и Андреа дель Сарто, который стал близким другом Триболо. Сансавино и взял его потом к себе, заметив явный талант к рисованию и лепке. Потом парень стал работать самостоятельно, подружился с Бенвенуто Челлини, который был даже крестным отцом его сына. Ему стали поручать серьезные работы. Например, к свадьбе Козимо I с Элеонорой Толецкой Триболо подготовил триумфальную арку, через которую должна была въехать в город новобрачная. Потом, по поручению Козимо I, он руководил работами на Медицейской вилле Кастелло под Флоренцией, где работал вместе с Джамбалоньей и Аманати. Их с Джамбалоньей птицы, о которых мы еще поговорим, они сейчас здесь, на галерее в Барджелло, и были созданы для грота на этой вилле. Сам Триболо создал знаменитый фонтан «Геркулес и Антей» с копией скульптуры Палайоло, Антонио Палайоло. Фонтан выглядел вот так, а оригинал знаменитой скульптуры Палайоло сейчас здесь, в Барджелло. Пару фильмов назад я уже говорил вкратце об этой статуе. В те времена были модны копии античных статуй в малой форме, в частности, вот такие малые бронзы. Пошло это еще от Лоренцо, которому такие формы нравились. Вот, скорее всего, по заказу Лоренцо и была сделана эта статуэтка, и, скорее всего, в 1470-м. Группа эта на самом деле очень выразительна. Палайоло показывает переплетение рук и ног, страшное усилие обоих борцов. Естественно, предполагалось, что рассматривать статуэтку можно будет со всех сторон. Более того, поскольку Геркулес должен оторвать Антея от земли, Антей в усилии задирает голову, а это означает, что на скульптуру можно посмотреть и сверху тоже. Анатомия обоих борцов настолько точна, что Лоренцо назвал Палайоло лучшим мастером города после этой статуэтки. Она находилась в комнате Джулиано, одного из сыновей Лоренцо, и существует множество ее копий. Вот одна из них и есть этот самый фонтан на вилле Кастелло. А вот очень похожая вещь Джамбалоньи. Мы еще должны помнить, что начиная с 1281-го Геркулес – официальный покровитель Флоренции, один из. Начиная с этого времени его изображение появляется на печати города, а Андреа Пизано изображает его на одном из барельефов на башне Джотто. Некоторые из Медичи использовали Геркулеса на своей личной печати, как печальной памяти Алессандро де Медичи, о котором мы говорили в фильме о Микеланджело. Да, но говорим-то мы обо всем этом только в связи с Триболо, который создал этот фонтан. Работал Триболо и с Микеланджело, дружил с Вазари, умер 65 лет, а может быть и раньше. Его рождение датируется от 1497 до 507. Разброс в 10 лет. А похоронен он на кладбище Конфратернити делла Скальзо, насколько я понимаю, рядом с потрясающими монохромными фресками Андреа дель Сарто, о которых мы уже упоминали. Здесь, в Барджелло, несколько работ Триболо. Вот это, насколько нам известно,
первое олицетворение города в виде обнаженной женской фигуры. Мы помним, что Фьезоле – это город рядом с Флоренцией на холме, и сделана фигура для той же виллы Ди Кастелло, для которой был создан и фонтан. И, конечно, это снова цитата из Микеланджело. Ведь Трибуло очень хорошо знал вот эту статую, поскольку работал с Микеланджело как раз в Медичи-Чапел, где она находится. Более того, здесь же рядом несколько терракотовых фигур, сделанных Трибуло по статуям Микеланджело в капелле Медичи. Но не только по Микеланджело и не только из терракоты. Вот эта фигурка, например, сделана из глины и воска. Ну, вот и все, наверное, о Трибуло. Да, а Трибуло – репей, задира. Это на самом деле кличка, которую он получил еще в школе за свой неуживчивый характер. Настоящее это его имя – Николо ди Рафаэло ди Николо деи Периколи. Но в истории он так и остался как Иль Трибуло. Ну вот, это все о Трибуло, но не все о фигурках из терракоты. Это ведь тоже скульптура. И начать можно хотя бы вот с этой кавалерийской битвы Джованни Франческо Рустичи. Мы говорили о нем в предыдущих фильмах о Барджелло. Это самое начало XVI века. Я уже говорил, что не буду выдерживать хронологию. Это практически невозможно в этом музее. Потому что, говоря о Рустичи, начать надо было с Деларобия, Луки, Андрея и их целого клана, который изобрел терракоту фактически. Ну, в том виде, в котором мы ее знаем. Или с Вероккио, в мастерской которого Рустичи учился. Либо с Леонардо, с которым он делил квартиру в эти годы. Леонардо ведь тоже учился у Вероккио. Но всему свое время выразительность, которой достигал в своих терракотах Рустичи, просто потрясает. Если некоторое время постоять возле этой, можно и шум битвы услышать. Поразительно. У него, кстати, еще одна группа есть подобная рядом, в Палаццо Веккио. И снова напряжение мышц борющихся, но вот просто слышно, как кряхтят. В музее есть еще вот такая работа Рустичи. Это тоже терракота, но глазированная и совсем в другом жанре. И если мы уж говорим о терракоте, то как не вспомнить вот эти фигуры Пьетро Франкавилла, еще одного фламандца, который жил и работал во Флоренции. Обе эти фигурки – это модели статуи для одной из капелл в Санта-Кроче. А поскольку мы заговорили о Франкавилла, вот еще одна его работа, на этот раз уже в мраморе. Это Езон, который только что получил золотое руно. Она находилась в палаццо Рикасоли. Рикасоли – это один из самых древних родов в Италии и, в общем, один из самых древних в Европе. Лангобардская семья Рикасоли служила еще Шарлеманю в VIII-IX веках. Их замку у меня посвящен целый фильм в группе фильмов о Тоскане. Мы были в этом замке несколько лет назад. Там сейчас самая древняя винодельня в Италии и вторая по древности в мире.
Собственно, на международном фестивале вин в Ванкувере мы и познакомились с 32-м бароном Рикасoli. Ну вот, возвращаясь в Барджелло, мы ведь говорим об этом мраморе, да? А это значит, что мы оказались на галерее второго этажа. И здесь столько интересного. Бандинелли, Аманати, Джамбалония. В общем, все наши старые знакомые. Вот я все время возвращаюсь к Джамбалонье. Более или менее легко сделать фильм о Челлини. Его творчество сконцентрировано как бы в нем одном. Более или менее легко сделать фильм о Микеланджело. Он настолько велик, что с ним рядом никого не поставишь. С Джамбалоньей иначе. Он пронизывает все вокруг себя. Приходится обращаться к нему то здесь, то там. Поэтому рассказ о нем получается каким-то таким размазанным, потому что все время приходится его упоминать. Вот мы в предыдущем фильме о Челлини довольно много времени провели на Пьяцца де ла Синьория, да? А ведь вот эта известная статуя Козимо I здесь, на площади, принадлежит, так сказать, руке Джамбалоньи. Понятно, на что он смотрел, на вот этого Марка Аврелия II века, на Пьяцца дель Кампидольо в Риме. Кстати, у Бродского совершенно замечательное эссе об этой статуе, просто блестящее. Вот и здесь, на галерее, есть одна работа Джамбалоньи – «Птицы». Но это не только он, это еще Бартоломео Аманати и его ученики. Эти бронзовые птицы предназначались для грота на Медицейской вилле Кастелло, о которой мы говорили несколько минут назад, в связи с фонтаном Иль Трибуло и статуэткой Полайоло, и о которой, конечно, когда-нибудь надо будет поговорить отдельно. Вилла-то была важная. Например, «Весна Боттичелли» была написана для нее и висела там до конца XVI века. Так пишет Вазари, который, кстати, и назвал ее «Весна». Там же висело и боттичеллиевское «Рождение Венеры». Теперь они обе, естественно, в Уффици. Там же на вилле был построен вот этот грот с животными и птицами. Такие довольно часто устраивались в садах. Так вот, сохранились документы, согласно которым работу над этими птицами начинал Бартоломео Аманати и его ученики. Это середина XVI века, 1558-59. Затем, почти через 10 лет, работу продолжил Джамбалонья, и половину птиц сделал именно он. И вот хорошим был скульптором Аманати, но все-таки он был, наверное, лучшим архитектором, чем скульптором. У Джамбалоньи птички-то поживее. В конце XVI века вилла пришла в запустение, чуть ли не развалилась, птиц оттуда забрали. Попали они сначала в хранилище в Бобули Гарденс, потом в Уффици в начале XIX века и, наконец, сюда, в Барджелло. Последние птички попали сюда из грота уже после Второй мировой войны.
Другие зверушки, которые были в этом гроте, к сожалению, пропали. Конечно, можно сделать и копии. Ну вот, рядом с лоджией, где мы находимся, расположен зал Донателло. Теперь так называется бывший Салоне дель Консильо. Вот оттуда мы и начнем наш следующий фильм. Донателло, Вероккио, Гиберти. Продолжение, как всегда, следует.